Все нормально. Снял. А что ты с вывеской бухло? Ладно, хуй с тобой, золотая рыбка. Вот так вот получают деньги. Отлично. Фу, не подходи к нему. Он, наверное, еще и туберкулезом болеет. Иди найди работу, алкаш. Именно такие мысли появляются у многих из вас в голове при виде бездомных. Я и мой Кент Барух провели неделю в этой среде и сделали свои выводы. Это история одного человека из 7 миллиардов или 150 миллионов из 7 миллиардов. Решать вам. Мы не пропагандируем наркотики и алкоголь. Будьте разумными. Это гадость. Лучше подпишись на канал и поставь лайк. Он родился в Бишкеке в 1964 году, закончил школу, а затем поступил в летное училище в Харькове. Там женился, и у него родился сын. После летного училища он воевал в Афганистане и нашел себе друга Пашу, с которым он прошел всю войну. Там он дослужился до капитана. Через несколько лет после окончания войны он похоронил родителей. После распада СССР они вместе с женой и сыном переехали в Москву. Тяжелое время 2000-х не прошло мимо него. В 2001 году военный друг Паши первый раз предложил Олегу легкие наркотики. Позже все это переросло в употребление героина. Олег начал выносить вещи из дома и продавать их, чтобы купить дозу. Жена и сын не смогли больше терпеть этого. Оборвали с ним всю связь и переехали в Харьков. Когда выносить было уже нечего, Олег решил продать квартиру и связался с черными риэлторами и просто просрал свою квартиру за дозу. Какое-то время он перебивался и жил у друга Паши, с которым они употребляли вместе. Но однажды он, придя в квартиру, нашел Пашу мертвого от передоза. Так он понял для себя, что больше не будет употреблять, и решил обратиться в государственный наркодиспансер. После окончания реабилитации он попал на улицу, просто потому, что ему было негде жить. Немного позже он потерял свои документы. На данный момент Олег бомжует уже 8 лет. На вопрос, употребляешь ли ты наркотики сейчас, он говорит: нет, все, теперь только бухаю. Я понял, что это не мое. На вопрос, что ты ешь, он отвечает, что люди дадут. Когда уж совсем голодно, иду в сифозник и покупаю себе какие-нибудь булочки или пирожки. Сифозником бездомные между собой называют один дешевый магазин на площади 3 вокзалов. Как и у всех нормальных людей, у бездомных тоже есть спутники жизни. Спутницу жизни Олега зовут Нюра. У нее проблемы с ногой, поэтому она мало ходит, а если и встает, то только с помощью Олега. Вот так вот получают деньги. Смотрите, снимайте. Олег зарабатывает попрошайничеством с табличкой на бухло, а если трезвый, то помогает женщинам спускать чемоданы по лестнице и просит вознаграждения. Отлично, удачи вам, ребята. Танцуем. Все very well, все very beautiful. На вопрос, сколько ты зарабатываешь в день, он с гордостью отвечает: до 5000 рублей. В дни, когда мы снимали его, он стабильно зарабатывал по 3-3,5 тысячи рублей. Нам было очень интересно узнать, где он спит. Оказалось, что это целая система. Каждый день в 6-7 часов вечера он садится на определенную электричку до станции Фрязино с Ярославского вокзала. Не выходит на конечный,
отправляется в депо и спит там всю ночь. Если погода отличная, то днем просто засыпает на улице. В процессе съемки мы познакомились со многими бездомными в этом районе. Оказалось, что большинство из них прошли афганскую войну, вернулись и не смогли спокойно жить, как раньше. Самое печальное то, что на вопрос «За что вы воевали?» никто не может ответить. Вот так бессмысленные войны могут оставлять след не просто на нескольких людях, а на целых поколениях. Я начал жизнь хрущево-городских, и нежных слов я не слыхал. Когда ласкали вы детей своих, я есть просил, я замерзал. За что вы бросили меня? За что не признаете вы мое родство? Пока, спасибо.